Об этой истории, случившейся более 15 лет назад, знал не только каждый житель далекого сибирского городка. Сначала узнали журналисты столичных газет, за ними корреспонденты крупного новостного телеканала. После репортажа на канале главного героя уже узнавали на улице, пожимали руку, интересовались, как дела. Все началось в обычный будний день. Закончилась череда зимних праздников. Наступила пора тихого февральского сна. Как человеку сладко спится под утро, так и природа отсыпалась перед скорым наступлением весны в глухоземе. Борис, местный подающий надежды художник, вместе со своим верным псом Сократом отправился на поиски натуры. Ему нужно было найти красивые виды местного замерзшего озера, соснового леса и старинного парка позапрошлого века. Озеро заледенело еще в декабре, нетерпеливые рыбаки тогда же разгребли на льду снег, чтобы видеть стеклянную гладь. Ему вспомнилось детство. Борис, тогда еще маленький Борька в тулупчике и валенках с галошами, подумать только, тогда дети носили валенки. После школы нарочно сворачивал с дороги и убегал в парк к этому озеру. Ложился животом на снег, рукавицами разметал на льду окошко и, затаив дыхание, смотрел в естественный аквариум с плавающими рыбешками на дне. Они казались ему диковинными морскими коньками и осьминогами. Среди коряг Борька видел даже рыбу-ангела, хоть он читал, она обитает только в Красном море. Полежит так маленький мечтатель, пока живот не заледенеет и бежит домой рисовать рыбу-ангела. Этот пес появился в доме Бориса 3 года назад. Друзья-художники подарили его на день рождения. Беспородный, но очень симпатичный и смешной щенок сразу стал послушным, незлобным. Теперь все выходы на натуру обязательно сопровождались заливистым лаем Сократа. Он носился за голубями, нырял в сугробы, охотился за невидимыми объектами. Его дурашливый вид никак не вязался с серьезной философской кличкой. Хозяин выбрал собаке такое имя за способность иногда задумываться во время игры. Вот веселый Сократ носится с силиконовой косточкой по квартире, пристает ко всем, вызывая на игру, но, когда игра начинается, он вдруг цепенеет на 2-3 секунды. При этом мордочка совершенно серьезная. Ну, настоящий гипсовый бюстик Сократа. В парке стояла оглушающая тишина. Деревья сказочно украшены снегом, как в старом мультике про Новый год. Кажется, из-за ели выйдет Снегурочка с Дедом Морозом, а за ними хоровод зайчат и бельчат. Даже не верилось, что это обычный городской парк, и в 300 метрах проходит оживленная трасса, где грохочут машины, воют скорые и пожарные автомобили, люди с серьезными лицами спешат по своим делам. Все эти мысли отступали на дальний план, когда перед глазами раскидывалось прекрасное очарование природы. Борис припарковал машину, открыл заднюю дверь, чтобы выпустить на волю Сократа, взял штатив, камеру и бодро зашагал по парковой дорожке. Прежде чем писать эти красоты, Борис хотел запомнить цвет местности, особенности ландшафта. Эти края были ему знакомы с детства, но для работы необходимо освежить в памяти цветовое восприятие. Чтобы долго не мерзнуть на холоде, он достал зеркальную фотокамеру, установил ее на штатив и навел на заснеженный лес. Щелчок камеры был как выстрел, тишина была осязаема, каждый шорох слышен далеко. Увлекшись настройкой камеры, художник не заметил необычного поведения своей собаки. Моменты оцепенения были характерны для Сократа, поэтому, когда он внезапно замер, Борис не придал этому значения. Но когда пауза затянулась на полминуты, а шерсть на холке встала дыбом, у Бориса возникло подозрение. Что-то не так с собакой. «Что с тобой, Сократ? Ты увидел призрака, что ли?» Но пес не проявил ни малейшего внимания на хозяина и даже ухом не повел. Взгляд собаки был направлен на густые хвойные заросли. Мужчина посмотрел туда же, и кровь резко отхлынула от головы в ноги,
а сердце гулко застучало. Между частых стволов, совершенно не прячась, стоял взрослый черный волк. На фоне белого снега он выглядел очень заметно и был похож на старинную гравюру. Изображение выглядело прекрасно и жутко. «Сократ, ко мне! Нельзя! Сократ! Назад, к ноге!» Когда Борис опомнился и попытался схватить свою собаку, та уже, следуя инстинкту, рвалась к незнакомцу. Предчувствуя драку и ожидая кровавой расправы над своим любимцем, мужчина зажмурился. Без сомнения, волк сразу растерзает домашнего пса на клочки, но... Вместо страшных звуков борьбы и визга побежденного Сократа он услышал приветственные потявкивания обоих существ. Борис открыл глаза и не поверил увиденному. Его Сократ бежит к черному волку и радостно с ним обнюхивается, а тот с удовольствием идет к нему навстречу и затевает игру, потирая волчьей мордой о морду собаки. Художник опомнился, камера наготове, надо снимать. И начал щелкать ценные кадры, где красовалась парочка двух новоявленных друзей. Потом животные долго стояли друг возле друга и взглядами рассказывали что-то о жизни. На следующий день черный волк Платон, так для себя назвал его Борис, стал местной знаменитостью. Два мудреца из мира животных нашли приятным общение и предпочли его элементарной драке и выяснению отношений. Немного позже художник случайно вычитал фразу из мыслей философа Платона: «Если не изучишь жизнь, то в ней нет никакого смысла». Он удивился, насколько совпадала она с поступком черного волка. О дружбе волка и собаки стало известно быстро. Художник выложил фотографии в интернете, местная телестудия сделала сюжет о необычной истории. Народ потянулся в парк в надежде тоже увидеть волка Платона, а самые отчаянные желали познакомиться с ним. И снова повторялись случаи, когда черный волк подходил к посетителям парка, брал из их рук угощение и играл с их собаками. Что в этих слухах было правдой, а что только выдумкой, неизвестно. Но Платон стал неофициальным символом нашего городка. Слава нашего волка была очевидна всем. Люди из окрестных населенных пунктов приезжали лично убедиться, что все это правда, а не вымысел местных журналистов. Платон был рад навалившейся на него популярности. У него появилось много друзей. Некоторые родители разрешали своим детям подходить близко к дикому волку и делать селфи. Конечно, такое понебратство совершенно ни к чему для лесного животного. Но волк геройски переносил повышенное внимание. Но когда добродушному волку надоедало человеческое общество, он просто скрывался в чаще парка, растворялся, как туман на рассвете. Мало кто из людей задумывался, почему волк слоняется один, не живет в стае. Находились и противники такой славы, вернее, завистники. Они под предлогом невидимой угрозы старались любыми способами отравить дикое животное отравленной колбасой. Платона спасли бдительные активисты, которые вели борьбу с дахантерами. Они и задержали отравителей и сдали их в полицию. Время шло, черный волк по-прежнему приходил на то же место, но волна популярности к нему среди граждан постепенно угасала. Люди перестали проявлять повышенное внимание к почти одомашненному хищнику. Нет, настоящие друзья у него остались. Борис с Сократом по-прежнему приходил повидаться с хищником, пытался помочь волку. Через 3 года шумной славы Платон пропал так же внезапно, как и появился. Ходили слухи, что его поймали, и он стал обитать в частном зоопарке одного бизнесмена. Также поговаривали, что волк ушел в леса другого района. Борис с удовольствием поверил бы в любую из двух версий, но сердце подсказывало печальный исход жизни Платона. В парке на входе теперь висит памятная табличка с выбитым изображением волка Платона и надпись «Мы будем помнить тебя всегда». У молодоженов появилась славная традиция
Влюбленный в честь клятвы в верности и вечной любви подходит к металлическому образу волка и гладит его холодный и уже отполированный нос.